Ё-моё. Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про культуру, путешествия и историю. И сегодня вторая часть моей дилогии про ворота Белграда. Ну что, погнали смотреть восточные ворота? Они стоят как стражи столицы. 3 бетонных гиганта подпирают небо над магистралью и встречают каждого, кто въезжает в Белград с востока. Для путешественника это восточные ворота, бруталистский символ мощи страны, которой больше нет. Никому не приходит в голову о том, что «а что, если Югославия распадется?» Вот она помойка, а вот оно рудо. Для тысяч жителей это просто дом со своими сквозняками, разбитыми стеклами и видами на закат. И дома убивают. Крепота. Но за этим суровым фасадом скрывается история, не раз переписанная тенью мужских амбиций. Эти башни возводил не мужчина, который стремился покорить горизонт, а женщина предпенсионного возраста. Что автор женщина, а женщин в масоны все еще не брали. Таких зданий, конечно же, в мире больше нету. Ее звали Вера Чиркович. Эти бетонные колоссы стали ее прощальным подарком городу, кульминацией карьеры, которая началась еще в царской Югославии и пробила бетонное небо новой социалистической Югославии. Исторически это место называлось в 20-е, в 30-е Шанхай. Все такие замерзшие и хмурые. Я как будто в Питере хожу. Там калмыки пасли своих коней. Калмыки? Калмыки. Господи, у меня камера сейчас с ума сойдет такое снимать. Ну что, подписывайтесь, ставьте лайки, и мы начинаем. Получилось как получилось, да. В Югославии было круче всего. Итак, я снова возле Генекса. Но подожди, Анатолий, ты же уже снимал фильм про Генекс. Зачем ты возле Генекса? А, все просто. Именно здесь мы будем снимать фильм про Рудо, про восточные ворота Белграда. Так что давайте пойдемте внутрь. А вот там, кстати, открылось кафе. С тех пор, как я здесь был последний раз. И теперь там куча русов тусит. В общем, в прошлый мой поход здесь не было никого. В этот поход я буквально проталкиваюсь через людей. Но сейчас они почему-то уже ушли, пока я камеру доставал. Но они тут есть, поверьте мне. А мы пойдем вот туда, на 18 этаж. Ну что, погнали? Мы пришли снимать в шоурум к ребятам из Brutal Белград. Вы можете помнить их из прошлого фильма. С тех пор они открыли в башне Генекс свой шоурум. Ссылку я оставлю в описании. Мне кажется, лучше места для разговора просто не найти. С восточными воротами есть одна фундаментальная проблема. Это тот факт, что мы рассматриваем их как восточные ворота, как комплекс из 3 башен. Эльвира Ибрагимова, историк, специализирующийся на югославской архитектуре, написала диссертацию «Нереализованная и нереализуемая. Архитектурные проекты и идеи в межвоенном Белграде и Загребе». Помимо исторического, имеет политологическое и искусствоведческое образование. Но это не комплекс из 3 башен, он не построен как комплекс из 3 башен. Это целый отдельный микрорайон Конярник. Помимо этих 3 башен он включает целый ряд домов, вот таких вот прямоугольных. Это целая попытка вписать что-то вроде новобелградского блока в структуру города уже старобелградского, то есть с другой стороны. То есть это снова целый отдельный проект, там он на 20 тысяч с лишним жителей, в который включает разные типы домов, где все выверено, что вот у нас будут эти горизонтальные линии, эти вертикальные линии. Там это все целый отдельный микрорайон. И вот попытка посмотреть на эти башни только как на 3 башни, она их немножко подвешивает в воздухе. Официальное название башен Рудо 1, 2 и 3. Народное Восточные ворота Белграда. Год постройки 1976. Примерная высота 86 метров и 28 этажей. Население примерно 1400-1500 человек. Это структура, которая была спроектирована женщиной, но излучает маскулинную агрессию. Это символ социалистического прогресса, и он же икона постсоциалистического распада. Это ворота, которые никуда не ведут, кроме как в небо. Печально качающиеся на ветру качели, так близкие каждому восточноевропейскому человеку, да? Игрушки, прибитые к потолку в детстве, и вот такие вот хтонические виды. Собственно, я в спальном районе.
Я не знаю, начался здесь уже район Конярник или нет. Приехал я на автобусе, там вон толпа людей. Я не представляю, как вы вообще здесь живете, белградцы. Как вы живете в Белграде? Белградцы, расскажите мне, пожалуйста. Потому что я не понимаю, как можно стоять в пробках в час дня. А я стоял. Тропинки тут нету. Ну, пойдемте, тут протоптано по траве. Вот автобусы ходят один за одним, и я стоял в пробке минут 20, еще и автобус переполненный в час дня. Вот что делает с городом отсутствие метро. Ну, в общем, мы не об этом сейчас говорим. Вот там из-за этих спальных домов, прекрасных панелечек, кстати, довольно светлых, да? Обратите внимание. Это хоть и панельки, которые всем уже осточертели в Восточной Европе, но они светлые. А вот там из-за дома уже выглядывает то место, куда мы идем. Я специально вышел пораньше немножко, чтобы как бы оценить, как это сказать, всю воротовость этих башен. Ну вот сейчас и оценим. Вряд ли я сюда приеду еще раз, поэтому давайте насладимся подходом к этим башням и этой красотой уж по полной. Кстати, время я выбрал прямо отличное, чтобы приехать. Зима. Конец января сейчас, да? Да, конец января. Жуткий мороз по нашим меркам. Сейчас я посмотрю на часах и скажу. Градус тепла. Я в градусе тепла иду сейчас одетый, как в Питере одевался. Вот я в Питере вот так одевался, когда там минус 15 типа было. А сейчас градус тепла, и я вот с помпоном на башке. В общем, пользуясь случаем, передаю привет моему другу из Петербурга Бессариону и всем остальным моим друзьям, которые наверняка скажут, что я охренел. В такую погоду, блин, еще и ныть, что ему холодно. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас есть в спальном районе. Так, слева панелечки, справа панелечки. Про эти панелечки прекрасно рассказала Эльвира, поэтому я тут даже добавить ничего не могу. Я вообще как бы не урбанист и тем более не архитектор или не знаток архитектуры. Очень мне напоминает, если уж сравнивать с пережитым в моей жизни опытом, вот это здание, сейчас я отойду немножечко от нашего маршрута, вот это вот грязное, с такими скругленными окнами, прям напоминает мне Ленинский проспект. Вот тот район, Красносельский район, где-то в тех местах универсам Пловдив, вот они вот такие вот все были. И в Купчино такие были тоже универсамы. Очень мне напоминает. Тут никакой оценки не будет, потому что я не оцениватель. Единственное, что я могу сказать, оно выглядит на самом деле довольно круто, но не ухоженно. Вот это бы все, конечно, ухожить, как это сказать, почистить, привести в порядок, и будет красота. Ну, как и с любым другим объектом, в общем-то. Люди, которые живут в новых домах, да, вот я каждый раз, когда иду мимо нового дома, я задаю себе такой вопрос. Он выглядит очень круто, он красивый, у него там какие-нибудь балконы, энергоэффективность. Но вот через 30 лет что с ним будет? Наверняка же никто не будет за ним ухаживать. Никаких городских программ тоже не будет. И он постепенно превратится в точно такую же вот панельку. И будут строиться новые дома. А это уже будет считаться типа устаревшее. Что-то не то. Привет, Милан. Привет. Добро пожаловать в нашу студию. Проходи. Закрываем. Пошли. Это наше пространство в Genex, которое мы используем, чтобы люди могли видеть нашу работу. Наши бетонные скульптуры бруталистских белградских зданий. О, я вижу новую, вот эту вот красную. Да, и Рудо. А почему она красная? Потому что мы думаем, что это хорошо выглядит. Мы, по сути, хотели сделать что-то, что сочеталось бы с бетоном. И тут есть две возможности. Либо что-то такое, что очень похоже, либо совершенно иначе. И тогда мы сделали совершенно иначе красным, так как считаем, что это хорошо вписывается в интерьер. Кроме того, у нас есть оригинальная карта Югославии, где мы отметили несколько самых важных памятников. Например, что у вас есть? Например, Космай Ясеновац партизанам, да? Ясеновац — это память о Холокосте во Второй мировой войне, когда убивали евреев и сербов в Хорватии. Илирска Быстрица в Словении. Затем, кроме этого, в Сербии также это Митровица в Косово и Метохии.
Некоторые немного отвалились. Это для посетителей, чтобы они сами поставили, где что находится. И тогда уроки сербской истории, да. Это, скажем, в нише знаменитые 3 кулака. Кроме того, еще информация о брутализме для тех, кто хочет узнать больше. Это вы делали, да? Это мы сделали, да. Коллега-архитектор и дизайнер, он сделал все эти постеры, а мы написали тексты о каждом здании. И в конце, конечно, вид. Это просто вид. Я был на той стороне. Да, но здесь закат намного красивее, чем там. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Увидимся. Увидимся. Пока. История начинается до строительства самих башен. История начинается еще в 1965 году, когда дирекция по строительству начинает этот процесс о том, чтобы нужно вписать и сюда целый отдельный большой район. Нельзя сказать, что в чистом поле. Вот здесь начинаются уже важные расхождения с практиками новобелградскими, где ты берешь этот расчерченный участок и начинаешь там дома расставлять. Во-первых, склон. Во-вторых, существующая уже сетка улиц и, конечно, в-третьих, существующее жилье. Для того, чтобы это сделать, пришлось снести огромный комплекс очень маленьких, конечно, не очень хороших домов. Это в основном было нелегально все построенное, индивидуальное жилье. Расселить этих жителей и уже потом начинать эту подготовку. То есть процесс идет достаточно долго, там с 65-го, дальше практически 10 лет с небольшим занимает. И они начинают с самых легких участков, то есть участков ближе к станичке улицы, где легче делать фундамент, легче начинать строительство. Понятное дело, что они не строят этот комплекс на 20 тысяч все сразу, они начинают постепенно добираться к самой сложной задаче. Это, собственно, эти башни. Потому что они стоят на самой неудобной территории. Им дольше всего пришлось готовить фундамент, но, опять-таки, задачка-то совершенно другого уровня, там все остальные сильно более низкие, и, собственно, еще и сложная территория досталась, то есть приходится готовиться, долго к этому идти. Но, с другой стороны, то есть у них будет то преимущество, что к тому моменту, когда начинается строительство башен, уже эта нижняя часть района уже готова, там уже есть школы и детские сады, и какая-то инфраструктура, то есть он, в принципе, появляется не в чистом поле, то есть он появляется как третья завершающая фаза большого вот такого, не блока. Вот этому надо поучиться современным строителям, которые сначала ставят вот такой муравейник, а потом уже давайте к нему сделаем дорогу. Нам еще нужна школа, а где поликлиника? Да, здесь в этом плане... Наоборот. Вот в этом плане вот Белградская школа планирования жилья, все эти институции, они очень хорошо работают в том плане, что вот они прям сами проговаривают, вот люди, которые делали урбанистический план для этого конярника, они прям продумывают, говорят, да, мы не будем строить отдельно жилье, жилье может строиться только в комплексе, то есть там все продумывается, закладывается, и телефонная станция, и трансформаторная подстанция, то есть все запланировано, все сделано, все по этапам, строго рассчитанным делается. При этом, конечно, делается в очень югославской манере, из разряда мы не будем все делать одинаковыми. Тут мы сделаем панельку, тут мы сделаем МСЖ, этим будут заниматься эти компании, этим будут заниматься эти компании, а деньги на все дала компания Инпрос. То есть городские органы зачастую не сами это финансировали, то есть они находили инвестора, который вкладывал в это деньги, то есть эта строительная компания вкладывает деньги, другие строительные компании это строят, но здесь в очередной раз хочу подчеркнуть, что это часть большого проекта. Вот это, кстати, как в том же Купчино и в том же сельском районе, да, такая заезд такой отдельный. Короче, все тут понятно. Что мы не видели трасс, не видели панелек. Пойдемте внутрь. На видео из Мадрида я жаловался, что я снимаю на телефон, поэтому не могу посмотреть карту. Сейчас я снимаю в варежках, в перчатках, в зимних. И открывать телефон мне тоже неудобно, поэтому я буду просто шарахаться внутри дворов. Пойдемте туда. Ух, тут. О, голуби. То-то кутунья. Пойдемте наверх. Ступеньки, лестницы, наше любимое развлечение. Кардио качаем. Так. Ой, я чувствую, сейчас заберусь. Потом не выйду. Класс. Так, во-первых, металлическая ракета, да? Так близкая сердцу.
детей, выросших в посткоммунистических странах. У нас другие были, закрытые. У нас холодно, поэтому, чтобы не продувало. А вот здесь прикольно. Вот это вот белградская многоступенчатость. Офигенски. Все, это последнее, что я снимаю. Идем к Рудо. В общем, вон здесь вниз, получается. Это верхние этажи домов. А за ними опять наверху на холме стоят дома. Вороны каркают. Мы когда на телевидении работали, вот такие планы считались самыми красивыми. Это типа, ну там какая-нибудь трагедия произошла или какой-нибудь случай неприятный. И возле дома, где произошел случай, стоят качели. Ты берешь, так делаешь. Вот так вот. И снимаешь снизу. И одинокая качель качалась на ветру. Самые крутые кадры были всегда. Ну, я надеюсь, элементы вам видны, которые я разглядываю. Ну, например, решеточка. Это парадная или что? Парадная решеточка. Блин, ну тут такая многоступенчатость прям. Похоже на спальник в Хельсинки, если вот его почистить. Это прям вот... То есть вот дом, а вот там внизу первый этаж. А я стою наверху. Прикольно. Здесь была тяжелая застройка из-за того, что здесь холмы. Теперь я вижу это воочию. Действительно, вот тут прям все в холмах. То есть хоба. За площадкой снова уходит вниз город, потом снова наверх. Да, это действительно не то чтобы необычно, сложно для архитектора такое сделать. Или вот еще хорошие хтонические кадры. Дубовые листья, дом, нет зелени, ветер. Потом можно снять скамейку. Курс операторского мастерства, курс хтонического операторского мастерства от Анатолия. Можно снять скамейку. А еще посадить на него журналиста, который бы отвернулся бы от камеры и грустно сидел бы, сгорбившись. Отличный был бы план. Ну, тротуары тут, конечно, да, ребят. Город для людей просто. Машин и асфальт, по которому хрен пройдешь, потому что он весь пузырями. О! Сяду отдохнуть. Посмотрю на Тигуан или что это? Кодиак. Шкоду Кодиак. Грязную попу Шкоды Кодиак. Пойду, короче, все ходят по дороге, я пойду по дороге. Правда. Ну, это как у нас в спальниках, типа, просто идешь по дороге. Хотя тротуары тут есть, кстати, в отличие от того же Ленинского, который я уже 100 раз сегодня упомянул. Я там, когда жил, я был очень злой. Я приезжал на работу уже недовольный, просто потому что это Ленинский. Там, во-первых, метро не было, да и сейчас, в общем-то, нет. Какую-то одну станцию построили на окраине. Ну, спасибо, там еще полгорода, впереди. Вот, ну это ладно. Там было все время все запарковано, не было никаких тротуаров. А машины по маршалу Жукова и кого там, Казакова, по-моему, тоже. Вот тот угол. Они, чтобы пробку объехать, там же пробки стояли все время, они по дворам ехали. И вот просто вереница машин вот так вот. И ты вот выходишь с парадной, у тебя здесь запарковано. Оно не такое широкое там было, кстати. Здесь-то все, с умом строили. И выходишь с парадной, здесь запарковано, тут запарковано, дорога уже в 2 раза, и по ней едут машины в одну сторону. В другую сторону ты не проедешь, тебе надо в другую сторону выехать из двора, хрена лысого, езжай со всеми вместе. И ты как вот этот пешеход шкеришься по углам, чтобы тебя не сбили. Все злые бибикают. Это двор! При этом, при всем. Это спальный двор. Короче, это кошмар. Но здесь я вижу и слева, и справа тротуары. Чтобы не быть голословным, может быть, на камере не будет, на видео не видно издалека. Ну вот, тут тротуар. Вполне себе, кстати, норм. Парковка только странная. Хотя не нормально. Киса. И вот здесь тротуар. Но тут он не чищенный, хотя бы один остался вот слева. Уже плюс. Ой, этот Ленинский, это мои вьетнамские флешбеки. Ух ты ж, ёшкин кот. Не зря я тут пошел, не зря. Вот это мощь. Ступени и лестницы. Ну что, божечки-кошечки, пойдемте смотреть на эту красоту. Нет, это правда красиво. Кто бы что ни говорил, это красиво. Пойдемте ввысь.
Все-таки в Белграде достаточно мало зданий, которые были бы сделаны женщиной и при этом были бы такими важными символами. Все-таки большая часть того, что мы про Белград знаем, это все-таки объекты, сделанными мужчинами. И в этом плане башни, эти восточные ворота, очень сильно выделяются этой фигурой женщины, еще и женщины непростой. На самом деле это еще и хороший кейс для того, чтобы немножко в целом разобраться в контексте роли женщин в архитектуре Югославии. В этом плане это действительно очень важно, потому что Сербия еще в начале 20 века была одной из самых передовых стран по части женщин-архитекторов. То есть в Белграде в 1900 году Елизавета Начич начинает свою карьеру как самостоятельный проектант. Это очень большая редкость в то время. То есть мало где это есть. Или, например, первая женщина, которая в Германии закончила технический факультет и стала инженером дипломированным, это сербка. И в королевской Югославии уже в межвоенный период появляется целая когорта женщин, которые получают архитектурное образование. Это уже достаточно распространенная практика. И они чаще всего карьеру делают в Министерстве строительства, но иногда недолгую, потому что, на самом деле, это забавно. Большая проблема женщин-архитекторов в королевской Югославии — это то, что во время учебы они знакомятся со своими будущими мужьями, которые тоже архитекторы. И поскольку, да, два архитектора горе в семье, один из них бесконечно остается на задних ролях, начинают какие-то дополнительные работы для мужа делать, то есть и сходят на уровень ассистентов своих мужей, то есть не настолько прославились они индивидуально. А вот в социалистической Югославии уже начинается такая золотая эра женщин-архитекторов, то есть многие из них дослужились до директоров каких-то проектных институций. Например, было целое женское ателье, специально сделанное как вот не с мужчиной. Там был один мужчина в этом женском ателье, чисто так, чтобы был. Но вообще, то есть женщины очень сильно эмансипируются. Почему я так много в этом контексте рассказываю не про социалистическую, а про межвоенную? Потому что Вера Чиркович — это как раз-таки человек, типичный представитель женщины-архитектора из межвоенной Югославии. Потому что она учится еще в начале 30-х. То есть она рождается в начале 20 века. В 30-е годы в Югославии она учится на архитектора, то есть среди вот этих вот женщин. И она начинает свою карьеру в Министерстве строительства. То есть это очень-очень классический путь. И вот как раз-таки в ее кейсе очень хорошо видно, что она в Министерстве строительства работает с 35 по 47, и в 47-м в новых условиях социалистической Югославии она уже выходит из этой стези, когда вот ты женщина, тебе открыта эта государственная архитектурная служба, но очень мало пространства в самостоятельном проектировании, в проектировании вообще за пределами этих институций. Она начинает работать в разных проектных организациях, в Юго-проекте, в Плане и в Раде. РАД как раз-таки та организация, которая делала Генекс и которая делала башни для восточных ворот. То есть это, в принципе, та же самая организация. Чиркович, у нее карьера, во многом типичная женская, что дают проектировать женщину. Школы, детские сады, образовательные учреждения, из разряда женщина, вот тебе школа. И Мне кажется, сейчас точно так же. Да. Вот это представление о том, что что такое женская архитектура, что женщины должны делать. И вот Чиркович, например, свою карьеру самостоятельного проектанта начинает со школ. То есть у нее в Белграде 7 школ, пару жилых домов, и вот, собственно, уже под самый-самый конец она добивается того, что получает такой знаковый проект, как эти самые башни. То есть до этого у нее достаточно скромные эти жилые дома, эти школы, и, в принципе, это такая, знаете, вот последняя песня, потому что в 1973 году Вера Чиркович уходит из РАДа на пенсию. Ей на тот момент где-то 62 года, то есть она 1911 года рождения. Какого года это? С 1972 года начинается строительство, в 1976 году заканчивается. То есть начинают еще с ней, вот это она вот сделала, такой прощальный подарок Раду и ушла на пенсию. Мало того, что это женщина делает, это еще делает женщина немножко из другой эпохи. То есть человек, который получал немножко другое образование, нежели ее коллеги, которые получали образование во многом уже в социалистической Югославии. И вообще в свое время, вот я нашла несколько упоминаний самой Веры Чиркович в газетах того времени, ее очень хвалят. Вот в Юго-проекте говорят, что это наш самый солидный проектировщик. Вот человек, который делает очень обстоятельно, очень четко, очень хорошо. В данном случае у нее есть какая задача? То есть у нее, как у планировщика, в соответствии с этим урбанистическим планом, есть задача сделать что-то очень многоэтажное. Это раз. То есть очень большой процент населения, который там должен жить, входит вот сюда. Во-вторых, у нее задача важная, то есть сделать главную точку, которая будет привлекать внимание. То есть... во-первых, на въезде в город, во-вторых, она вот в самом этом Конярнике главная точка, в которой есть какая-то сложная форма, потому что все-таки остальные дома там, они такие достаточно простенькие прямоугольные коробочки, то есть вся нагрузка символическая, скульптурная, то есть приходится туда. И при этом чего надо было избежать? То есть если с учетом того, что там армированный бетон, что там вот эта игра белого, черного, серого, нельзя было сделать перегруженную тектонически конструкцию. То есть нужно было выполнить все эти требования
То есть и большая плотность населения, то есть и, значит, большой объем квадратных метров, и вот эта символическая нагрузка, скульптурная, иконическая. Классический вывод вполне напрашивается, что нужно сделать ступенчатую конструкцию. У вас будет форма очень массивная внизу, но она будет нивелироваться тем, что издалека, то есть оно будет выглядеть утончающимся кверху. То есть таким образом, то есть это все совокупность факторов, которая к этому привела. Ну что, я не стал вас отягощать просмотром того, как я пыхчу и поднимаюсь по лестнице, значит. Пойдемте, я поднялся, вот она. Вот она помойка, а вот оно Рудо. Хочу тут отметить одну очень интересную деталь. Если повернуть камеру вот туда, там стоят частные дома. Просто вот, деревня. И тут такое бабах. Здравствуйте, я представитель компании Oriflame. Ну, пойдемте к этому представителю. Да, летом я бы снял, наверное, ролик под названием «Какой прекрасный брутализм среди деревьев». Среди зелени и всего такого. А зимой это прямо, мне кажется, лучшее время. Наоборот, вот показать вот так. Чтобы корявые ветви черные, холод, отсутствие людей, кстати. Какие-то школьники ходят из школы, видимо, идут, вот иногда проходят с рюкзаками. Мужик один прошел, и две бабули стояли. Больше я никого не видел. Сейчас наговорю, сейчас как с работы понаедут, и я тут снимать не смогу. Буду ходить среди толпы. Ну а что? Сколько здесь? 86 метров это здание высотой. От квартир какое-то нереальное количество. Мне кажется, вполне себе здесь. И вот в этих домах же люди тоже живут. Да? То есть здесь вполне себе дофига людей живет. Это, конечно, не Мурино какой-нибудь там, или не Парнас в Питере, где человейники построили просто вот, где фиг доедешь. Где по району Парнас, где раньше вообще ничего не было. Сейчас маршрутка ходит по 3 района, потому что там уже целый город, считайте. Ну, короче, я решил по травке пройти вот сюда вот. Потому что там дорога, мне туда не надо. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Ну, красота. Ёлки-то зеленые. Небо голубое. Это все мое, родное. Все-таки, в отличие от новобелградских блоков, вот этот микрорайон Конярника оказался совершенно другой ситуацией. Потому что в блоках у вас блоки, они возникли в пустоте, то есть в основном. То есть да, были блоки, которые уже были застроены бараками, которые снесли потом для того, чтобы все-таки достраивать блоки, но все-таки в основном это скорее вот образ, как в Петербурге на берегу пустынных волн, взяли, построили, ничего не было, а вот мы пришли и сделали. И они с друг другом все вместе хорошо работают и кажутся более или менее логичными, то есть почему они здесь, то есть генеалогия, идеология, то есть вот как они рождаются, понятно. Здесь же у нас происходит такое вторжение этого социалистического урбанизма, то есть, во-первых, на место, которое, да, не блистало застройкой, да, мы не должны романтизировать существующие до этого конярни. Там коней. Ну да, то есть там после коней, потом там было вот такое вот индивидуальное, малосемейное, не всегда хорошо построенное жилье, потому что это все-таки бедная окраина по тем временам, но это уровень объективный, но мы должны с вами учитывать субъективный уровень, то, что люди могли прикипеть сердцем к этим местам, что, дескать, я здесь вырос, вот это, да, это плохой район, но это мой район. И вот тут, конечно, это не только воспринималось как вот такое вот вторжение в городскую сетку существующую, в городскую ткань, еще и полбеды, что в городскую, еще и в сельскую. То есть это была та зона города, которая долгие годы была контактная вот между селом, городом и вот такими полусельскими вещами. В этом плане есть очень классная фотография, то есть это где-то примерно 75-й год, башни уже практически построены, и видно, как к нему красиво идет стадо овец. Это реалии на земле, то есть то, что это в принципе зона, которая вокруг очень сильно сельским еще населением окружена. Фотографии есть из Москвы, где вот это здание университета стоит, и там тоже какие-то белье сушат, дома вот эти. Мне кажется, что вот в этом журналистском дискурсе в обвинении в Восточным воротам это в целом не про Восточные ворота, это в целом классический пример дискурса город против деревни, город, который захватывает территории, город, который убивает вот горизонтальные связи и другие сельские прелести. Вот оно просто сконцентрировалось именно на этих башнях за счет того, что вот оно именно так было. То есть у Генокса таких проблем нет, хотя фотографии Генокса и там рядом тоже какие-то повозки тоже есть.
все-таки тоже окраина. Но опять-таки окраина, которая нанизывается на этот ряд блоков и уже воспринимается как более натуральная. И, собственно, здесь, когда оно совершенно в другую застройку, тут же еще важный момент, то есть если сдвигаться туда же, куда я говорила, в сторону Будванска, где был храм, там по-прежнему примерно плюс-минус такая же застройка, которая была вот в самом Конярнике, то, что было расчищено и снесено. Там много одноэтажных, достаточно простеньких домов, то есть и с этой стороны, то есть у вас тоже есть этот контраст, что вот оно здесь виднеется, растет над городом, да, а вокруг все вот такое вот маленькое одноэтажное, то есть если бы он там не был настолько одинок, оно, возможно, и не воспринималось таким вот модернистским пугалом, как в итоге стало восприниматься, опять-таки, благодаря усилиям этих журналистов. Хочется прямо вот, как это сказать, помедитировать пару минут. Я чувствую, что если я подойду к нему еще ближе, я перестану его вообще понимать, что происходит. Потому что вот сейчас оно целиком влезает в кадр, а я довольно далеко стою. Дальше оно в кадр. Еще линза широкоформатная, да, рыбий глаз. И если я пройду чуть дальше, оно перестанет влезать. Офигеть. Еще такое название, да, у стиля брутализм. То есть такое что-то мужское, да, там фильмы со Шварценеггером, маскулинность такая. А ведь это только название. Это здание построила женщина. Ну, спроектировала. Строили-то его строители. Спроектировала женщина. Причем такая уже перед уходом на пенсию. То есть женщина, повидавшая и царскую Югославию, и коммунистическую. Это искусство. Я полностью поддерживаю мысль, что это искусство. И вот в своем искусстве она как-то вот так вот себя выразила. Интересно. Да, такая ступенчатая штука. Офигеть. И вот частные дома стоят. Вот там вот за деревьями. Обалдеть. Блин, мне нравится. Единственное, что сюда, конечно, я задолбался ехать, а так, в общем-то, круто, конечно. И в ролике про Генекс товарищи, которые Brutal Белград, они говорили, что любимое их здание это все-таки не Генекс, а Рудо. Рудо. По-сербски. Сербским ударением. И, наверное, да. На момент съемок Генекса я еще не понимал, что такое Рудо. И, ну, видел фотографии, да, там как бы. Я не понимал, какая это мощь. Они-то тут жили, и они-то все это видели. Ну, конечно, да, Рудо гораздо круче. Генекс, он такой одинокий великан. Да, на двух ногах стоит там, довольно одинокий. А Рудо — это замок этого великана, как будто бы. Это прямо зиккурат. Ну и, кстати, на мой взгляд, и пирамида в том числе. Вот туда, вот сюда вот глаз поместить, будет прямо масонский символ с американской банкноты. Но здесь, конечно, интересный есть момент про то, что ты сказал, что оно напоминает пирамиду. Некоторые люди пошли дальше. Мы с тобой уже обсуждали, когда говорили про Генекс, про чудесного исследователя масонского Белграда, который заявил, что Генекс — это циркуль. Так. Точно так же про восточные ворота этот человек утверждает, что это тоже масонский символ. Потому что это огромная пирамида. Глазом, да, которая... Не, ну что это пирамида? Причем пирамида с пирамидой в пирамиде. То есть они все треугольные, каждый по отдельности, и все вместе тоже треугольные. Его, например, вообще не смущает, что автор женщина, а женщин в масоны все еще не брали в тот период, что это, в принципе, ну, ты никак не можешь объяснить, как бы масонское происхождение. Заявка на вступление. Не брали женщин, даже не рассматривали, то есть женщины и масоны. И сейчас даже по-прежнему это большой вопрос, как бы я уже не говорю про тот период. Да, но вот такая вот есть попытка связать непосредственно, что ага, это пирамида. Но мне, как бы, с точки зрения истории архитектуры, ничего, честно признаться, не смущает в такой форме. Мне кажется, они должны ближе друг к другу стоять, чтобы они больше собирались. Это, знаешь, как скелет внутри тела. То есть пирамида, она такая вот здесь. Воображаемая, да. Она достраивается, ты должен ее достроить, да. Да, я как раз-таки здесь вижу вполне себе реализацию вот этой вот задачи, как сделать что-то такое массивное, но при этом визуально не переусложнить. То есть, ну, опять-таки, возможно, я думаю об этом, потому что я уже к ней привыкла, я уже много раз ее видела, и поэтому, как бы, я, возможно, рационализирую. Но вот мне кажется, что если бы мне дали задание что-то такое сделать, я бы тоже сделала что-нибудь такое ступенчатое. Мы на холме. Рудо еще и стоит наверху. То есть, забор, конечно, у вас тут, ребята, веселый. Ну, как и все. Железные скамейки. Скамейки без сидений. Железные заборы, железная детская площадка металлическая, холодная.
А внизу Белград. Очень круто. И там снова начинается холм потом. Из Рудо. Давайте я буду говорить Рудо по-русски все-таки. Из Рудо вид, конечно, бомбический должен быть. Потому что из Генекса вид, ну, типа норм. Но там поляна, как бы, равнина. Никаких тебе холмов. А здесь вот. Ой, ёкарный бабай. А вот с этой штуки я в детстве упал. Я помню. Причем, по-моему, даже не один раз. Потому что, как говорится, хоть кол на голове тиши. Вот тиши, кстати, что за слово? Знатоки языков славянских. Откуда к нам пришло слово тиши? В сербском такого я слова не слышал. И, кстати, ладно, сейчас мы пойдем внутрь. Ну, не то, что мы прямо внутрь. Внутрь я, наверное, не заберусь. Хотя, может быть, если открыта какая-нибудь парадная, то я зайду, конечно. Давайте вот небольшой кружочек сделаем. Вот прикольная штука. Тепловая, как она называется-то? Станция, да? Я, уже забываю русские слова. Ну, короче, откуда тепло идет, вот эта труба. И эта труба тоже такая бруталистская. Она не круглая. Она ромбовидная, что ли. Такая, вписывается как бы в район. Здесь, конечно, эклектично все это выглядит. То есть внизу какие-то дома. Такая малоэтажная застройка. Потом тепловая станция, потом вот эта труба, а потом Рудо. Блин, я, короче, буду два раза, по-разному говорить буду. Это прямо супер эклектика. И это все спальный район, до которого еще ехать надо. Круть. ФБК. Фонд борьбы с коррупцией, запрещенный в России, или что? Футбольный, баскетбольный клуб какой-нибудь? Ух, ляпота. Вот отсюда должен был Иван Васильевич выходить и говорить ляпота. Красота-то какая, лепота. Да, вот эта тепловая станция. Вот она шумит. С окнами сюда, конечно, жить зимой, блин, такое себе. В общем, вот что мы выяснили, уже подойдя к этому зданию. Вот тут квартиры не покупаем. Вот по этой кромке не покупаем. Ну и, в принципе, вот в этой башне, наверное, не покупаем, потому что шумно. А вот та башенка вполне себе смотрит на Белград. Вот там центр Белграда. Вполне себе. Так, что тут у нас еще есть? Ну, вот совсем молодые дома. Это прям вот... Я даже не удивлюсь, если это 21 год какой-нибудь постройки. Вот они прям молодые такие. Юит Групп такие строила в Питере. Финская. Так. Ритекмант. Это как в фильме «Даунхаус», помните? Да? Посмотрите «Глаз народа», что называется. Ну вы посмотрите, какой динамической любовью к жизни наполнено каждое слово. Хочу бабу потолще, Коля М. Ну, давайте посмотрим «Глаз народа». Пока ничего не понимаю. Чуки. Глаз народа закончился. Ладно. Ну вот, да. Многих это удивляет, конечно. Особенно российских туристов. Что весь Белград просто истеган. Обезображен вот этими тегами. А местным почему-то это норм. Вот она разница культуры восприятий. Партизан — это, вот хотя бы что-то понимаю, это футбольный клуб. Опять, принц из принципа. Это, видимо, из принципа, который Гаврила Принцип, который застрелил Франца Фердинанда. Конярник — это район. Ну, хотя бы понятно. Ладно, заценим с точки зрения урбанистики. Толя включает урбаниста. Это очень смешно. И просмеялся голосом Бендера. Так, ну, короче, я так понимаю, в те времена, когда все это строили, здесь еще не было такого количества автомобилей. Да? Ну, как и в СССР тоже было не очень много. Хотя Югославия-то жила довольно богато по сравнению с СССР. И вот построили гаражи. Это как бы круто. Но я вижу как бы современность, и современность говорит о том, что парковок тут явно не хватает. Прямо вот сильно не хватает. Все заставлено автомобилями. Но вот там наверху, где должны быть общественные пространства, там, скорее всего, автомобилей не будет. Давайте сходим и посмотрим, что же нас ждет наверху, в самом центре этого зиккурата. Вопрос, конечно, интересный.
названиями большая путаница. Очень часто в огромном количестве источников я встречаю информацию, что Рудо — это официальное название, а Восточные ворота — неофициальное. Я тоже такое встречал. И даже вопрос тебе написал именно такой. Да, я поэтому и не стала на него отвечать. Я такая: это неправильный вопрос, он с ошибкой, мы идем дальше. Да. Оба названия неофициальные. Официально вообще-то это башни Конярник-1, башня Конярник-2 и башня Конярник-3. Скучновато, конечно. Было бы круто, если бы башня Конярник 1, 2 и 5. Было бы интереснее, возможно, тогда бы прижилось. Но вот это вот 1, 2, 3 не прижилось. И вот здесь вообще очень интересная ситуация, поскольку вот этот микрорайон, в который входят эти башни, называется Конярник. И это в тот момент историческое название вот этой части и самого этого района. Но у многих жителей возникает вопрос: не хочется. Вот они прям в газетах говорят: не хочется жить в Конярнике. Там бабушка какая-то старенькая, ее журналист опрашивает, и говорит: мы же не кони, почему мы в Конярнике? И поэтому, когда в 1965 году появляется этот проект урбанистический на вот эту застройку, параллельно в газете начинается вопрос: а как мы это назовем? Давайте, наверное, переименуем. Пусть будет не Конярник, пусть будет что-то еще. И там где-то 2 недели каждый день выходит статья, как это назвать. Там разные люди пишут в газету, предлагают свои варианты, в основном там какие-то партизаны, другие известные люди, то есть как это назвать. Идут обсуждения о том, какое название более историческое. Там кто-то даже вспоминает, что там в 16 веке было село, которое называлось Рудишти, из разряда «давайте как село назовем». Кто-то вспоминает, что это место называлось Дуги-поток, то есть длинный поток, то есть длинный ручей. И никто, главное, что меня поразило в этих текстах, вот никто в 65-66 не помнит, почему это Конярник. Сейчас мы это знаем, эта информация как-то передалась. Там калмыки пасли своих коней. Калмыки? Калмыки. Возникает вопрос, я прям читаю его на твоем лице, откуда там калмыки? Ну, откуда венгры, я уже не удивляюсь. Финно-угры здесь. Калмыки с белой миграцией. Калмыки были достаточно большой частью казачьих корпусов, Донского казачьего корпуса. Они переселяются вместе с белыми мигрантами и не могут себе позволить, как многие другие белые мигранты аристократического происхождения, жить на остатке былой роскоши где-то в центре. Они живут вот в этой части города, которая называется Малый Мокрый Луг и Большой Мокрый Луг. Они работают там на кирпичных заводах. Вот недалеко от Восточных ворот есть даже улица, которая сейчас называется Будванская, но оригинальное ее название — Буддистичка. И там был буддистский храм для этих самых калмыков. Ну и, собственно, Конярник появился, потому что они работали на этих заводах кирпичных ровно до того момента, пока не могли накопить себе на лошадь. Как только копили себе на лошадь, начинали заниматься извозом. Это были самые крутые извозчики в городе, их все обожали. И вот ехать на извозчике калмыки — это был прям вот шик. Их все очень любили. Но сербы мало догадывались о том, кто такие калмыки. Это целая забавная история, что они сначала называют их «наши китайцы». Потом постепенно они знакомятся, узнают друг друга чуть получше, и сербы переходят дальше, говорят «наши монголы». Потом все-таки догадываются о том, что, ну окей, это калмыки. И вот, например, в этих дебатах про Конярник, оставлять название, не оставлять, появляется даже, кто-то вспоминает, что вот исторически это место там называлось в 20-е, в 30-е Шанхай. Ну, поскольку наши китайцы, нас Шанхай. Просто. Да, там это очень интересные дебаты, вот как они обсуждают про название. И мое самое любимое, что там появляются люди, которые такие: не надо это никак называть, это уже называется Конярник. Даже, может быть, мы не знаем, почему люди это так назвали, люди не просто так это назвали. Ну, действительно, там калмыки со своими конями действительно представляли из себя целую достопримечательность. А куда они делись-то? Калмыки? Да. Это очень драматическая история, на самом деле. Ну, почти, потому что начинается Вторая мировая война. Многие представители белой миграции выбирают немножко не ту сторону в Второй мировой, потому что они хотят еще повоевать с большевиками. Калмыки, может быть, даже если и не выбирают, для них есть большая проблема. То есть белые мигранты, которые были, скажем так, не калмыцкого происхождения, например, этнические русские, они после Второй мировой войны могли сделать вид, если они сербский хорошо выучили, мы всегда здесь были, никакие мы не мигранты. И у нас никогда не было никаких антисоциалистических идей. У калмыков сразу очевидно, что они у них были. Что ты когда-то в жизни был против социализма, воевал в гражданской войне против красных, а плюс это же еще тот период, когда Югославия и СССР дружат, калмыки массово переезжают, в основном, то есть многие из них оказываются в лагерях для перемещенных лиц в Германии, потом пытаются уехать в США, а как раз к этому моменту у США очень большие проблемы уже с кореями, и они начинают вводить расовые законы против приезда желтой расы. И, например, история, которая меня поражает мое воображение, что несколько калмыцких семей судились
с американскими иммиграционными службами, доказывая, что они не желтая раса, а белая. Что мы 300... Выиграли, да. Что мы 300 лет в Европе, мы уже, собственно, вот вполне себе в европейской части России жили, соприкасались с европейской культурой, мы белые, и вот, а там же кейс-бай-кейс, то есть вот первые выиграли, остальные тоже поехали. Есть, например, очень крутая книжка, всячески рекомендую, называется «Калмык Роуд», то есть она на русский переведена, просто у нее первый заголовок, она антропологическая, там интервью с потомками калмыцких мигрантов современных США, и там очень много фрагментов текста, воспоминаний о том, как они еще в Югославии жили. И абсолютное большинство калмыков говорят, что в Югославии было круче всего. Вот они жили в Германии, они жили в США, но они говорят, что вот именно в Югославии они не сталкивались ни с каким расизмом, ни с какими проблемами, что там их, в принципе, соседи очень любили. И, например, из межвоенной прессы мы знаем, что калмыки очень часто заключали смешанные браки. То есть гораздо, например, больше, чем этнические русские из белой миграции. Ну и плюс, то есть, да, они жили в таком районе, где они, в принципе, уже вписывались. То есть храма не осталось, к сожалению, калмыков тоже не осталось. Вот, собственно, у нас из калмыцкого прошлого Белграда осталось только название «Конярник», и то чудом. Потому что на полном серьезе они обсуждали идею его переименования. Правда, в итоге победила вот эта история о том, что зачем нам переименовывать. Название уже есть. То есть, как и весь комплекс «Конярник», то есть вот это должно было быть «Конярник 1, 2, 3», и получается, что решающую роль в появлении альтернативных названий сыграли два фактора. Во-первых, известная эта ситуация про надзорного архитектора Драголюба Мичевича, который назвал в честь своего родного города. Рудо. Рудо — это город в Боснии и Герцеговине, и, скорее всего, его на эту мысль навела вот эта вот ступенчатая конструкция, поскольку у Рудо тоже есть вот такая вот террасность определенная, то есть там есть река, там есть город, и вот между рекой и городом, то есть вот такие вот спуски. То есть, скорее всего, мне показалось похожей, он, наверное, это как-то упомянул, и оно пошло дальше, то есть, ну, это тоже абсолютно вот рождение снизу. То есть, вообще у нас нет такой практики, что надзорный архитектор имеет право назвать. То есть, обычно все-таки это право архитектора-проектанта, а не надзорного архитектора. Ну и, собственно, здесь второе название про Восточные ворота, оно связано с тем, что вот прям, когда район планируется, он уже планируется с прицелом на то, что это то место, где автомагистраль, ведущая из Ниша, начинает вливаться в городскую существующую сетку улиц. То есть и таким образом, поскольку это место спайки автомагистрали, чего-то чужеродного, то есть вне городского с городской уличной средой, что неудивительно, что на этом месте должны возникнуть ворота восточные. Тут, конечно, все логично, и это, конечно, сразу же связало судьбу этих зданий с западными воротами. Да, мощь величия, конечно. Вот живешь тут, как бы уже привыкаешь, и как бы, ну пофигу. А я как турист такой пришел, нифига себе. Нет, тут машина тоже есть. Тут как-то оно не то чтобы прям ровно отделено. То есть здесь холм, вот он, и он так вкатывается как бы в центр здания, в центр комплекса. А я поднимался вот здесь. Я думал, что оно вот так вот будет целиком как бы идти. Здания все наверху, но нет. Здания как бы наверху, но они вписаны в холм. Что тоже, мне кажется, такое. Инженерная задачка-то была не из легких. Господи, у меня камера сейчас с ума сойдет такое снимать. Там как-то футбол кто-то играет. Интересно, интересно. Все такие замерзшие и хмурые. Я как будто в Питере хожу. Я бы хоть это спросил у кого-нибудь что-нибудь там, навязался в парадную. А все так мимо проходят. Ну и опять же, 1-2 человека — это не так много, чтобы у кого-то спрашивать. Ну давайте, вот я подойду к парадной. Это парадная, да? Что там написано? Рудо-1. Ну комплекс вот это, значит, башня Рудо-1. Понятно. Во. Я пришел домой. И живу типа... Ё-моё. Не, меня небоскребами, конечно же, не удивишь. Но это не небоскреб, это как бы комплекс архитектурный. Да? Это не просто какая-то стекляшка, это прямо что-то вот с чем-то. Сложно объяснить мои ощущения, но, короче, это не небоскреб все-таки, наверное. Че, пойдемте посмотрим, там открыто вообще, не закрыто. Тут, наверное, вход, ключ нужен, чтобы войти. Да, нет, закрыто. Какая красота. Его, кстати. 1 лифт, 2 лифт, 3 лифт, еще вот тут лифт. 4 лифта. Можно, получается, насквозь пройти, что ли? Ну, все, конечно же, грязненькое, неухоженное. А вот тут закрыто. Интересно.
Добрый день. Что, надо по лестнице пройтись? Что, мы лифтов не видели, а вот лестница это гораздо интересней. Ну вот, да, все это помыть, почистить. Как на курорте. Офигеть. Добрый день. Еще большее сходство с курортом мне вот этот коридор. Это же прямо пансионат Дюны. Когда ты по пансионату идешь, ну вообще, ну любая гостиница, да, ты идешь, как бы длинный коридор. Хотя с другой стороны, я буду шепотом говорить, с другой стороны, как бы, а как по-другому внутри сделать пространство? Кучу парадных, что ли? А так длинный коридор. А, еще лифты, что ли? А, нет. Тут тоже квартиры. Длинный коридор, и вот ты выходишь, как бы, к другому концу здания. Ну, гостиница прям, да? Пойдемте здесь, есть как-то красивше. Учим сербский столиком, спрат это этаж. Так. Ну, кто-то даже огородился, вот, хотя решетка открыта. Здесь по-другому, да, выглядит. Здесь какой-то закуток. Мне кажется, здесь квартира должна быть вот так вот. Странно. Как интересно. О, пожарная безопасность, всякие штуки там. Лифты. И деревянное такое. Списанное, конечно. Ну, надо все чинить, естественно. Но смотрите, здесь дерево. Лифт, обитый деревом. Дорого-богато. Ну, еще на этаж схожу. Сейчас поднимусь еще. Так, это мы, получается, вот в этой плоской части. Да, сейчас. А с той стороны, где я был, это такая ступенчатая часть. Значит, надо идти и смотреть вдаль коридора, когда обрубится вот эта часть, и коридор станет ближе к нам. Помните фильм «Искатели могил», ужастик, когда там менялось пространство внутри психбольницы. Вот отсюда мы пришли, а здесь очередной коридор. Я не... Тут поворот должен быть. Вот, мне кажется, следующий этаж уже будет ближе. Во, да, смотрите. Коридор стал меньше. Или я глючу. Сейчас еще на этаж схожу, на следующий. Вот, я смотрю на соседнее здание. Здесь должен быть уже маленький коридор точно. Да, смотрите. Коридор стал меньше. Класс. Ой, ступеньки шатаются. Ступеньки, кстати, страшно шатаются. Смотрите, там. Как бы ты видишь, что внизу находится. Довольно нервно. Линчевский свет. И вот все. Да? Причем свет не включается, кстати, почему-то. Там включался. О. Крепота. Товарищ Тимофеев, здесь стенка была, ну, в смысле, окно было. Реально, как фильм «Искатели могил». Было окно и нет. Да! 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 Забетонировано. Ну что, заценим лифт? Давайте. Так, 8-й. Нажимаем. Так, а что, это кнопка? А, это для слепых, кстати, здесь. Только не очень понятно, оно сейчас вот сейчас он едет вниз. Ага, все. Короче, приехал лифт, но он ехал вниз, мне надо вверх. Странная система. Почему нельзя как бы сделать двухкнопочную, да, как обычно, типа мне вверх, мне вниз. Или типа никто с 6 на 10 не ездит. Кроме русских шпионов. Ну, возможно, да. Блин, короче, я пойду пешком. Эти ваши лифты, фиг дождешься.
Уже становится довольно нервно проходить по этим кусочкам, потому что я высоты боюсь. Оно все стеклянное. От пола, блин, до потолка. Ой-ой-ой, мама. О, здесь уже снова появилось стекло. Какое-то народное творчество. И народное я бы назвал это, но ладно. Не мне судить. Раз не убирают, значит считают нормой. И вот, да, Белград. Нет, тут, конечно, вид гораздо лучше. Во-первых, холмы. Во-вторых, застройка очень низкая, и ты как бы возвышаешься над городом. И все это видишь. Но доезжать сюда, конечно. Метро нужно, метро. Просто жестко необходимо метро. Этому городу нужен герой. И зовут его Метро. В общем, я дошел до какого-то этажа. 10 какого-то. Но, с вашего позволения, я пойду вниз. Мне голова немного кружится. Я боюсь такой высоты. Когда на аттракционе на каком-нибудь, да, это нормально, я такой люблю. А когда ты ходишь типа по зданию, немножко стрёмно. Что я могу сказать? В последних строках моего письма очень мне понравилось внутри. Очень круто. Это все почистить, помыть хорошенько. И вообще будет ляпота. Но вот эти вот коридорная система квартир, она довольно, на мой взгляд, устаревшая. В том плане, что, например, если ты живешь где-то ближе к лифту, то вы представляете, вот эти вот люди слева-справа, да? Они целый день мимо тебя шастают к лифту и обратно. Если живешь в том конце коридора, ну окей, это еще норм. Но как бы жить близко к лифтам, это еще и в таком здании, где много-много квартир, это прям жесть какая-то. Это вот кто-то ремонт делает. Ну, вы слышите. В общем, очень необычно, очень прям, ну, таких зданий, конечно же, в мире больше нету. В стиле брутализм, конечно, есть, а я имею в виду, что это именно вот прям как-то так это все сделать. Такого я не видел. Ага, ремонт где-то здесь. Так. На 8 этаже прикольная штука. То есть вот коридор, да? А здесь какое-то помещение, видимо, техническое. И человек шторкой закрылся, повесил просто покрывало какое-то. Блин, забавно, а что здесь, почему тут? Почему у тебя как бы часть твоей квартиры выходит? Это при чем? Это квартира. Там на ней номер. То есть у кого-то квартира, стекло выходит на лифтовую площадку. И здесь, во, кстати, везде такое. Во, смотрите, очень странно. Здесь фанеры забили. Зачем так? Зачем кто-то делал, проектировал квартиру? Ну это как, блин, ну не может быть на каждом этаже какое-то помещение для прислуги там. Какая прислуга в коммунистической стране? И здесь то же самое. Я только сейчас обратил внимание. Это вот квартира, причем вон дверь. Блин, зачем? То есть какая-то функция в этом была, да? Ну, то есть сделать в бетонном здании очень-очень много стекол, чтобы оно было светлое внутри. Это круто. А вот это зачем? Тоже для света, что ли? Смотрите, и тут вообще на каждом этаже. Я только сейчас обратил внимание. Максимально странно. Очень-очень. Это удивило. Короче, на каждом этаже, да. Ну, там просто человек повесил покрывало, и поэтому я обратил внимание. Ну вот я спустился на 0-й этаж. Вот это стекло. Но здесь это как бы парадный, да, подъезд. Ну, стоит стул. Здесь я заходил. Почему там такая штука? Вообще непонятно.
Я копалась в прессе, в газете «Борьба» и обнаружила интересный момент. В 80-е годы восточные ворота используются в прессе для обозначения этих зданий гораздо чаще, чем обозначение западные ворота для Генекса. И с этой точки зрения я бы задалась вопросом, потому что люди часто считают, что как бы восточные возникают как отражение западных. Я тоже так думаю. Да, но вот логика использования названий говорит нам, что восточные изначально более распространенные, чем запад. Так что тут большой вопрос, кто... Генекс просто больше похож. На ворота, да. Да, там такой зиккурат, как пирамида такая. Да, кто кого зеркалит, да, тут большой вопрос, но я бы здесь, конечно, выступала за реабилитацию хотя бы на этом уровне. Хотя, конечно, восточным воротам, им нужна реабилитация гораздо больше, чем Генексу, это очень обидно, потому что большинство этих публикаций, где используются восточные ворота, ничего хорошего про эти здания не говорит. Да, это ужасно, но вот две главные статьи, это прям статьи в газетах, посвященные этому комплексу. От заголовок одной из них «Искривленные жилые квадраты», вот квадратные метры, а заголовок второй из них еще хуже. «И дома убивают». Нет, журналист вообще жалуется, что это негуманно. Негуманно что? Жить там? Что людям не хочется там жить, да. Что когда ты живешь, что когда ты там живешь, тебе расхочется жить. Начинают очень сильно критиковать так называемую скученность. То, что получилась слишком большая плотность. Да, ни у кого никаких вопросов не возникает к остальной части Конярника, вот того же социалистического проекта, про него все забыли. Он растворился в этой зелени. Никто даже не знает, никто даже не говорит, никто даже не вспоминает. Вот то, о чем я вначале говорила, что как бы нужно рассматривать его в контексте. Все, вы забыли про них, про то, что они есть. В принципе, мне кажется, это показатель хороших домов. То есть ты в них просто живешь, как бы, и они не являются никаким ни пугалом, ни иконой, ни символом, просто дома. Вот, а здесь получается так, что их же специально хотели сделать как вот такую вот важную точку, которая будет привлекать внимание. И в результате, то есть, привлекали внимание настолько, что журналисты уже массово, то есть, обвиняют их чуть ли не во всех смертных грехах, что вот дома сами убивают, то есть идут куда-то, видимо, ночью. Да, как раз-таки вот большая критика, с одной стороны, это то, что плотность населения получилась слишком большая, не рассчитались с этажностью, не рассчитались с плотностью, нужно было как-то перераспределять. Второй момент — это то, что, в принципе, они же стоят на вот такой вот бетонной подложке, вот этой вот, которая, действительно совершенно негуманное впечатление производит, потому что вообще-то Вера Чиркович, хорошая женщина, она планировала, что там не только детские площадки будут. Я была очень удивлена, там планировались вот между этими башнями цветники, водная зона, песчаная зона, то есть там был какой-то... Ландшафтный дизайн должен был какой-то быть. Получилось, как получилось, да. И в этом плане, конечно, то есть несправедливо оценивать их так, как они сейчас. То есть нужно даже оценивать их не так, как они были тогда, а как они были задуманы. То есть там все-таки гораздо лучше все должно было быть вокруг, что, конечно, бы производило другое впечатление. Ну и, конечно, другой вопрос — это то, что она сделала выбор в пользу такого эстетического, как ей казалось, решения. Там же по поводу фасада тоже все хорошо распланировано, но она, мне кажется, с цветовой гаммой немножко ошиблась, потому что там вот все строится вокруг игры белого, черного и оттенков серого. Понятное дело, что как бы люди не очень любят оттенки серого. Вот хороший контраст, например, это блок 23. Да. В 23-м блоке там архитектор Александр Степанович додумался разбавить красным. Красным кирпичом и красным металлом. Вот. Но здесь Вера Чиркович прям вот в своих, скажем так, инструкциях, которые оставляла коллегам, то есть на момент строительства, то есть у нее прям была идея, что даже те вещи, которые из листового железа, должны быть обязательно покрашены вот в этой цветовой гамме. То есть, возможно, как бы на проекте, в теории это выглядело стильно, возможно, даже выглядело стильно сразу после того, как было построено, но мы понимаем, что на длительной дистанции, с учетом того, что амортизация, то есть, не была проведена, и они вот дошли до нас, естественно, старее, это старение, то есть, не всегда самое благородное, что вызывает новые и новые вопросы. Открывайся! Господи, какой тут ветер! Кошмар! Кстати, о ветре. Можно было подумать, что, в общем-то, при таких зданиях, да, тут прямо одище должен быть. И как бы ветер тут есть. Но не такой, какой я ожидал, опять же. То есть он гораздо меньше почему-то. Возможно, из-за того, что у них такая парусная форма, как-то ветер... Сейчас я надену перчатки, извиняюсь. Возможно, из-за того, что такая парусная форма, как-то ветер разбивается, об эти здания, да, и не так дует. Я когда в Купчино жил маленький, там был тоже такие огромные высотки стояли, но они как свечки. А еще была такая длинная высотка, не знаю, сколько этажей, дофига. Она прям длинная. И
у нее всегда жутко дуло. В любое время суток, в любую погоду, в любое время года. Там всегда тебя нахрен сносило просто. Здесь вот я вышел на открытую площадку возле здания. Казалось бы, ну, по моим ощущениям, я же не архитектор, в конце концов. Здесь должно дуть прям пипец сносить из-за того, что вот такая хренотень стоит, просто громаднейшая. Нет? Ну, что-то ветерок. Ну, блин, у меня возле дома в пятиэтажке моей такой же ветерок. Сейчас просто... Тут еще и холм. Из-за того, что холм, здесь ветрено. Но здесь ветрено просто как на холме, а не вот как в Купчино, грубо говоря. Ну, надеюсь, я донес свою мысль. Ну, в общем, если эстеганые стены я еще как-то могу понять, то вот празднование Хэллоуина с составлением после себя куч навоза, этого я понять, конечно, не могу. Но зато отлично подчеркивает то, что как бы зданию все-таки необходим ремонт. Был необходим еще вчера. Интересный вопрос, кстати, да, как вот быть с такими югославскими монументами, монументальными строениями в современном мире. Кто должен за это отвечать и кто будет это все чинить, реставрировать? Потому что чем дальше, тем это все дороже, дороже, дороже. А вы представляете, если вот не будет денег это все починить, в Белграде на холме будет стоять огромный заброшенный комплекс без окон и дверей, продуваемый ветром. Это прямо... Это своего рода тоже какая-то эстетика в этом есть, конечно, но это ужасно. Такого не должно быть, конечно. Но, насколько я понял, да, денег пока на подобное нет. Денег нет, но вы держитесь, что называется. Ну, блин, а дворников тоже нету, что ли? Чего вот это вот? Оно же с Хэллоуина тут лежит. Когда был Хэллоуин? В ноябре? Сейчас январь. Рудо-1. Спасибо тебе, Рудо-1, что впустил меня внутрь. Было классно. Разорвалась связующая нить, разорвалась идея, которая должна была быть. То есть оно все строится либо за счет непосредственно средств отдельных предприятий, как в случае, например, с офисной частью Генекса, либо как инвестиция отдельных компаний, которые потом продают там квартиры, ну, понятное дело, не отдельным людям продают, а продают как раз-таки компаниям и дальше по списку. Идея какая была? То есть, что средства на это собираются из жилищных фондов, из которых идут, то есть, части зарплаты людей, которые работают во всех этих институциях, администрациях, фабриках. Идея была в том, что даже после того, как все будут обеспечены жильем, средства должны продолжать собираться на то, чтобы приводить их время от времени в порядок. Ну, да. Потому что да, когда это все проектируется, никому не приходит в голову о том, что а что если Югославия распадется? А что если социализм... Ну, то есть никто об этом не думает. Особенно, что вот объекты, которые в 70-е строятся. То есть кажется, что это никогда не кончится. И кажется, что ну отлично, мы это сделали, вот деньги будут собираться, потом они будут приводиться в порядок. Этого не произошло. То есть средства, даже те, которые успели собирать для некоторых из этих проектов, исчезли. В 90-е растворились. И стал вопрос, то есть, что делать? А проблема-то в чем? Что сейчас, в принципе, очень часто классическая схема решения таких проблем – давайте скинемся и сделаем. Пока мы будем ждать милости от муниципалитета, это еще сколько времени пройдет. Но это сложно сделать даже, там, не знаю, в старых доходных домах в старом городе, которые там 20-30-х годов постройки, от которых как раз приходит время, когда им нужно, где у вас там условно 7, 8, 10 собственников на дом. Здесь
идея того, что они все договорятся, скинутся и что-то сделают, то есть она, конечно, вызывает у меня очень много скепсиса. То есть здесь скорее вопрос не самого масштаба, а в том, что это невозможно решить вот так вот на индивидуальном уровне, что жильцы договорятся скинуться. Понятное дело, что люди, которые снимают там жилье, они не будут этого делать. Люди, которые сдают им жилье, тоже не будут. Они там не живут, они каждый день на это дело не смотрят. Ну, бывает кейсы, когда оно есть по инициативе, то есть собрание собственников жилья, там, либо отдельного дома, либо отдельный парадный, но очень-очень редко. То есть не могу сказать, что это прям обязательная практика, ну вот как в России. То есть потому что изначально оно не было заложено, изначально была заложена другая схема, эта схема не сработала, то есть сейчас решают как могут. То есть в основном тоже, да, сейчас все скинем, сейчас все соберем. Ну, какие твои прогнозы? Все-таки оно будет еще решать, да, скорее всего. Ну, хочется быть, конечно, оптимистом и верить в невозможное, но, к сожалению, как бы, если быть реалистом, то печально, конечно, печально. Но, с другой стороны, опять-таки, я еще раз скажу, это не проблема восточных ворот, это в целом проблема зданий, построенных в то время. То, что чем дальше, тем больше подходит этот срок, и непонятно, то есть, что делать в этих условиях, когда изначально заложенные, продуманные схемы уже не сработают. И вот тут заметил интересную деталь, кстати. Я ее видел на общих планах этого здания, но как-то внимания особо не обращал. Вот коридор, по которому мы с вами шли. Справа, получается. А квартиры, они вот в левой части, вот в этой. Они вот как бы смотрят немножечко друг на друга, как ножницы такие. Забавно. То есть можно было сделать просто прямоугольно, да? Но сделали чуть-чуть с маленьким углом. И оно как-то сразу даже и смотрится круче. А остальные, причем наверху, вот и посмотрите, они ровные, да? У них скос идет как вот у пирамиды. То есть угол уже не горизонтальный, а вертикальный. Интересно. Ну и тут, кстати, снимать всякие хтонические качели, это, конечно, круто, но на самом деле здесь вот можно и спортом позаниматься. Все вполне себе нормальное рабочее. Ну-ка, конечно, мусор бы убрать, но имеет место быть. Так что не одними качелями едины, что называется. Да. Ну и да, комплекс РУДО — это же не только сами 3 вот этих здания. Как нам сказала и объяснила Эльвира, за что ей большое спасибо. Его надо воспринимать вместе с созданиями вокруг. А вот это, например, насколько я понимаю, да, это детский сад. И он ровно в том же стиле сделан. Эти скосы все, бетон. То есть оно все вписано в единую целую систему. Вот РУДО. Хоба, ты пошел в детский сад. Такой же бруталистский. А можешь жить с видом на РУДО, кстати. Вот тут, кстати, такая дилемма, да, интересная. А где круче жить? В РУДО и смотреть на Белград с высоты? Или жить вот здесь, в более низком доме, да, на более спокойной улице, не обдуваемой редким ветром? Ну ладно, ветер тут есть все-таки. Смотреть на РУДО. Вопрос риторический, кому что больше нравится. Но мне показался интересным. Но я бы, конечно, наверное, хотел жить в РУДО, но не на самом, верху. Хотя там еще вот прикольная система с лифтами, да, то есть там 3 лифта стоят в коридоре вот в этом, а один лифт отдельно стоит, здесь пойду, один лифт отдельно стоит, как бы на лестнице, да, на лестничной клетке, как это называется. Это прикольная такая дифференциация этих лифтов, потому что сломается лифт там, ты поедешь на лифте, который в коридоре. Сломается на лестнице, сломается в коридоре, поедешь на том, который на лестнице. То есть, мне кажется, это не моя выдумка сейчас из головы, это реально продуманная система, чтобы когда ломается шахта там, или будет ремонт этих лифтов и замена, да, то у тебя как бы вот это же тройняшки вот эти, они чинятся все вместе, скорее всего, а лифт остается, который на лестнице. Не знаю. Мне кажется, что-то вот какая-то в этом логика есть. Детский сад я прошел, а РУДО вон. Ну, вообще это, конечно, да, такой типа у подножья замка, значит, в детский сад. Это как замок такой, да? У подножья замка в детский сад ребенка отвел за городскую стену, потом вернулся. Еще бы хорошо бы, конечно, как-то вот, понять, как мне идти.
Да, с парковками. Знаете, куда он паркуется? Ну, на тротуар. Парковка по-сербски. Во, видите, о чем я говорю? О чем я говорил до этого. Все заставлено. При том, что там гаражи, как бы, да, в Рудо. При том, что там внутри есть парковка. Но это же вряд ли вот эти все люди приехали забирать детей из детского сада, да? Человек, приехавший к детскому саду на фургоне забирать детей, это вообще странная штука. Так что, блин, это вот местные жители, видимо, вот этих домов. Вот этих белых. Так ставят машины. Ну вот то, с чем сталкивается еще одна проблема коммунистической народной застройки, да, как бы, что под современные оно, конечно, должно все переделываться под современные реалии. Но не переделывается, потому что реально, я, может быть, ошибаюсь, напишите, конечно, в комментах, но, по-моему, гораздо проще построить новое, чем отреставрировать вот такое, вот старое, привести в порядок. То есть это будет реставрация, получается, и самого комплекса Рудо, и мест вокруг него, да, какое-то строительство какой-то парковки подземной и так далее. То есть это прям пипец сколько работы. Поэтому, к сожалению, реальность такова, капитализм таков, что как бы проще старую руку отрезать, чем ее починить и приварить новую руку, гораздо более крутую, с новой операционной системой и всякими прибамбасами, как было в Спанч Бобе, пилоприбамбасами, чем вот такое вот привести в современные нормы. Возможно, я не прав, но, по-моему, там речь идет о трехзначных суммах. В общем, да, я впечатлен. Но повторюсь, что я говорил в начале ролика, здесь хотя бы можно пройти, вот здесь широко. Вот он, да, район Конярник, вот эти вот здания светлые. Строили все равно светлые здания, они до сих пор светлые, кстати, что прям поразительно. А вон Рудо. Что, пока Рудо, помашем тебе ручкой. Одинокая металлическая качель качалась на ветру, а над ней возвышались исполинские молчаливые бетонные гиганты, пережившие свое время. Сегодня восточные ворота стоят на перепутье. Слишком огромные, чтобы их починить, слишком знаковые, чтобы их снести. Это монумент стране, которой больше нет. Пирамиды Веры Чиркович, возможно, не стали теми цветущими садами, о которых она мечтала. Но они выполнили главную задачу архитектуры. Они создали место, которое невозможно игнорировать. Они — наблюдатели на холме. Бетонное сердце Востока. Ну а с вами был Анатолий Занчковский, канал Рукавешка, канал о культуре, путешествиях и истории. Если вам понравилось это видео, можете поддержать его лайками и комментариями. Если вы хотите поддержать работу нашей редакции, все ссылки будут в описании. Свидимся, всем мира!